sit down. Какой нужен свет для съемок стоп-моушена? Здесь все зависит от того, какой запрос у вас, у вашего проекта, и какой бюджет у проекта, и какой бюджет у вас. На начальном этапе достаточно будет простой настольной лампы со светодиодной лампочкой. Купите светодиодную лампочку достаточно мощную, да, вот это, допустим, 18 ватт. Чем больше мощность, тем больше будет у вас света, и если вы сможете найти у себя в магазине самую по мощности большую светодиодную лампочку, берите. Единственное, убедитесь, какую мощность выдерживает ваша настольная лампа. Это можно найти где-то вот в описаниях, да, вот здесь на наклеечках. Допустим, здесь максимальная мощность это 40 ватт. Так что до 40 ватт можно ставить. И, конечно же, нужно проверить размер вот этой вот колбы лампы, какая сюда лампочка влезет, какая нет. Конечно же, вот это уже не влезет. Так что смотрите, подбирайте под свою лампу и размер лампы, и ее мощность. Для профессиональной съемки нужен уже более профессиональный свет. И в своей студии я использую набор такой из 3 софтбоксов, которые дают мягкий рассеянный свет. И они разные по размеру. Это свет компании Грифон. Один софтбокс, он очень большой, 120 на 80 сантиметров, он светит обычно сверху у меня. И 2 таких небольших софтбоксов поменьше, 50 на 70 сантиметров, они светят по бокам сцены. И сцена освещается равномерно за счет рассеянного света. На предметах в сцене нету жестких теней, все тени очень мягкие. И этого света мне хватает для коммерческих проектов. Все свои проекты с разными бюджетами я снимаю вот с таким светом. Так что если у вас есть настольная лампа, то отлично. Если вы хотите снять что-то с более хорошим светом, покупайте софтбоксы. Какие-то ссылки я прикреплю под видео. Сначала в софтбоксах стояли вот такие вот лампы. Это флуоресцентная лампа. Она дает очень хороший такой угол рассеивания света, во все углы светит. И она большая по мощности, 45 ватт. Но когда мы начали снимать вот с такими лампами, мы столкнулись с наболевшей проблемой для стоп-моушен аниматоров с фликерингом. Эти лампы мерцают, и приходилось убирать мерцание плагинами. Второй минус, на мой взгляд, вот этих лампочек, это то, что внутри них находится ядовитый ртутный газ. И если лампа разбивается, то есть вероятность отравления вот этими газами. При мне разбивалась такая лампа однажды, ничего плохого не случилось, но было неприятно, зная вот это вот, вот этот минус вот этих ламп. От этих ламп я отказалась. Несмотря на то, что они были мощные, и аналог по мощности среди светодиодных ламп я не нашла. Я перешла все-таки на светодиодные лампы. Они стали давать меньше света. Сначала на такие лампочки 18 ватт, потом такие 30 ватт. Но смотрите, отличается по размеру головы. В софтбоксах вот в этих такие мультипатроны, вот в этих маленьких 4 патрона на 4 лампы, в большом 5. И я не учла момент, что в такие патроны вместе вот не станут вот все такие лампы, потому что большая голова, большой размер. И сейчас в патронах у меня стоят и такие лампы, и такие. И все нормально по освещению, все вместилось, и по свету тоже все хорошо. Несмотря на то, что света стало меньше немножко, да, по сравнению с флуоресцентными лампами, свет в сцене я
увеличила за счет такого параметра, такой настройки камеры, как выдержка. Выдержка для стоп-моушен аниматоров — это вообще очень большой такой плюс, удобная характеристика. Почему? Потому что фотографы не любят снимать на большой выдержке, потому что фотографии получаются смазанными, объекты не в фокусе. А в стоп-моушен анимации все статично. Камера стоит на объективе, на сцене вот эти все объекты наши не двигаются, все статично. Мы можем делать очень большую выдержку по длительности и тем самым увеличивать освещение в нашей сцене. Также мы можем открывать диафрагму, делать ее более открытой, чтобы больше света попадало на матрицу. Так что светом можно управлять, свет можно увеличивать. Еще по поводу света, очень часто я использую отражатели для света. Вот так они выглядят. Одна из характеристик света — это то, что свет может отражаться. Главное знать, от каких поверхностей. Вот от белого цвета свет отражается, и можно вернуть свет обратно на сцену. Если у вас есть бюджет, и вы купили себе один софтбокс небольшой, и вы пускаете свет с одной стороны, да, стола, то с другой стороны вы ставите отражатели белого цвета, и свет возвращается на вашу сцену и на ваши объекты, которые вы анимируете. И вот можем посмотреть, поднимаем отражатель, опускаем, свет на объекте увеличивается освещенность объекта. Если у вас остались вопросы по всему, что я здесь сейчас описывала, по свету, задавайте. И следующий урок из этого большого блока технического будет посвящен, будет последним и будет посвящен вот этим всем проводам, материалам, которые я использую в своей работе.